Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната. И сегодня я покажу вам, как шить один замечательный блок. Его название на русском языке, честно, я не знаю. Знаю название только на английском языке. И звучит оно приблизительно так. Bento Box. Это простой блок, но у него большие возможности. То есть это блок самостоятельный. Из одного такого блока можно создавать большие, крупные, красивые работы. Также этот блок имеет несколько вариантов итогового рисунка. Итак, не буду долго ходить вокруг да около, покажу, как просто он изготавливается и какие красивые потом орнаменты можно создавать при помощи этого блока. Чтобы сшить этот блок, нужно две заготовки. Заготовки в технике исполнения совершенно одинаковые, но мы будем менять цвет. Итак, для одной из заготовок нам для центра нужен квадрат. У меня квадрат со стороной 9 сантиметров. Две заготовки, 2 квадрата. Выбрала квадрат вот такой расцветкой под хохолому и обычный желтый цвет. Затем для создания блока нам нужны полоски из ткани. Желательно, чтобы полоски из ткани были одинаковой ширины. У меня все полоски 5 сантиметров. Желтая, коричневая и цвет хохломы. Лучше всего, конечно, когда в этих двух заготовках цвета будут перекликаться между собой. Итак, начну, допустим, с желтого центра, с желтого блока. Как и говорила ранее, для изготовления полностью готового блока нужно две заготовки. Мы с вами сделаем на камеру одну заготовку. Вторую заготовочку я сделаю за кадром. Итак, беру центральную часть, это квадрат у меня со стороной 9 сантиметров. И теперь мне надо этот квадрат обшить моими полосками. Я возьму коричневый цвет. Полоса у меня длинная. Я пришиваю сразу длинную полосу, потом ее подравниваю. Я не выкраиваю сразу готовые полоски. Мне кажется, такой способ более экономичный и более точный. Итак, прошиваю полоску по этой стороне квадрата, потом выравниваю и по этой стороне. Обрамляю свой центр в две коричневые полоски с противоположной сначала стороны. Припуск на шов у меня 0,6 сантиметра. Одну сторону притачала, разворачиваю. Можно сразу под утюг, но я вот пользуюсь иногда ногтями. Обрезаю полоску. Все. Теперь прикладываю противоположной стороне и делаю то же самое. Готова у меня противоположная сторона. Отгибаю полоску. Как и говорила, я пользуюсь ногтями. Конечно, это неправильно. Лучше пользоваться утюгом, но мне вот так попроще. Обрезаю лишнее. Все. Одни стороны моего центра уже обрамлены полосками. Теперь я делаю то же самое с двух противоположных сторон. Сюда пришиваю полоску, и с этой стороны я тоже пришиваю коричневую полосу ткани. То есть мой центральный квадрат желтого цвета будет обрамлен в рамочку. Рамочка из ткани коричневого цвета. Такая заготовочка у меня вышла. Открываю полосочки ткани. Теперь я точно пройду на утюг и здесь все выровняю при помощи ножниц либо роликового ножа. И буду дальше работать своей заготовкой. Итак, проутюжила, все выровняла. Теперь беру ткань другого цвета. У меня лента под цвет хохломы. И делаю то же самое действие. Сначала обрамляю уже получившийся квадрат по коротким сторонам с одной стороны. И, соответственно, с противоположной стороны. Выравниваю, обрезаю и потом прокладываю те же самые полоски, только уже по длинным сторонам. С этой стороны и с этой стороны. То есть этот квадрат я опять обрамляю в рамку из ткани цвета хохломы. Моя одна заготовка готова. Посмотрите, что у меня получилось. Центр — это желтый квадрат со стороной 9 на 9 сантиметров. Затем желтый квадрат я обрамлила рамкой, тканью контрастной коричневого цвета. И затем готовый уже квадрат я тоже обрамила рамкой. Все очень просто. По такому принципу уже я сделала и вторую заготовочку. Посмотрите, здесь у меня квадрат в центре идет. Ткань под хохлому, а здесь желтый. И все ткани между собой перекликаются. Что я теперь делаю? Теперь мне надо эту заготовку разрезать на 4 квадрата по центру. Можно, конечно, все это сделать при помощи линеечки. Найти центр,
либо просто сложить квадрат пополам. Смотрите, кому как удобнее. Но мне вот заморачиваться совсем не хочется. Поэтому я просто вот таким образом ищу центр своей заготовки. Мне так проще. Все. И теперь мне надо только лишь разрезать эту заготовочку. Разрезаю одну заготовку и разрезаю заготовку вторую. Сейчас я все выровняю по мату. Один разрез. И то же самое делаю со второй стороной. Должно получиться 4 маленьких квадрата. То же самое делаю с этой заготовкой. Все, мои следующие заготовки готовы полностью к следующему действию. А следующее действие самое интересное. Теперь мы будем собирать разные блоки из этих заготовок. Я покажу вам несколько. Тот блок, которым я буду пользоваться в ближайшее время. Посмотрите. Вот такой блок. Нам останется сшить только эти квадраты между собой. Посмотрите, какой красивый блок. Вот про этот блок я вам и говорила. Мне он, честно говоря, больше всего нравится. И из него я буду делать большую крупную работу. Потом вам обязательно покажу скоростной метод пошива таких заготовок. Это один вариант. Сейчас на ваших экранах будет другой вариант. Это второй вариант создания узора из этого блока. Посмотрите, он тоже не менее красив. Такой вариант мне тоже нравится. Его также можно использовать как самостоятельный рисунок. Сейчас покажу следующий вариант. Вот еще два варианта. Это получается у нас третий и четвертый вариант. В общем, девчонки, масса вариантов создания разных узоров, разных орнаментов при помощи этих двух заготовок. Девчонки, теперь хочу вам показать, сколько у меня таких заготовок. Один вечер я потратила на пошив этой стопочки, другой вечер я потратила на пошив этой стопочки. Конечно, с выкраиванием. Времени у меня заняло это мало, потому что существует скоростной метод пошива таких заготовок. Я обязательно в Яндекс.Дзене сделаю статью, где на фото покажу этот скоростной метод. Правда, очень быстро, просто, понятно и с хорошей экономией ткани. Для нас что самое главное? Это быстро, красиво, понятно и, конечно, экономично. Ткань мы там экономим, нити мы там экономим. И теперь мне понадобится еще один вечер разрезать эти блоки, сделать из них маленькие заготовочки, которые вам сегодня я показывала. И на следующий вечер я сошью. Учитывая то, что я человек рабочий, я каждый день хожу на работу, у меня есть семья, семейные обязанности тоже никто не отменял, поэтому я трачу на это небольшое количество своего свободного времени. Поэтому еще раз, простите за каламбур, советую вам на Яндекс.Дзене прочитать мою статью по скоростному пошиву таких блоков. Самое главное, чтобы вы не пугались, что это занимает очень много времени. Поверьте, нет, времени занимает не так много. Ну а на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, мирного неба над головой. И желаю, чтобы вы всегда находили время на свое творчество. Пока-пока. До встречи на моем канале. Проходите на Яндекс.Дзен, смотрите статью по скоростному пошиву таких заготовок.